В Россию привезли японский Ларгус с простым атмосферником и вечным автоматом. Вот что должен выпускать АвтоВАЗ. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Российский авторынок сегодня кажется заполоненным китайскими автомобилями. Но это лишь часть общей картины. Несмотря на впечатляющие темпы китайской экспансии, на рынке все еще можно найти огромное количество машин, которые скопились на вторичке до 2022 года. Кроме того, за последние пару лет с помощью параллельного импорта в страну завезли сотни тысяч иномарок, которые раньше официально у нас не продавались. Так что если кто-то не готов связываться с новыми китайскими авто, даже несмотря на гарантию и кредитные программы, альтернатив хватает, как на вторичке, так и у тех же серых дилеров, что продолжают возить машины из-за рубежа. В прошлом году только на вторичном рынке продали более 6 миллионов автомобилей, а всего по стране зарегистрировано более 53 миллионов легковых машин. Поэтому мнение о том, что без китайских марок не обойтись, заблуждение. Да, они будут усиливать свое присутствие, особенно в условиях дефицита привычных запчастей, но пока выбор огромен и разнообразен. Тем не менее, стоимость новых авто растет, и когда за бюджетный автомобиль просят 2 миллиона рублей, хочется искать практичные и надежные решения. Сегодня безусловным лидером по продажам остается Лада, и несмотря на критику, именно она предлагает то, что действительно доступно большинству. Ни один китайский бренд, если рассматривать его отдельно, пока не смог обогнать Ладу по объему продаж, и вряд ли это случится в ближайшее время. АвтоВАЗ под руководством Максима Соколова намерен удержать контроль над самым массовым и доступным сегментом. Китайцам туда дорога заказана, иначе под угрозой окажется само существование отечественного бренда. Тем не менее, наш автопром идет по сложному и не всегда понятному пути. Вместо разработки чего-то своего с нуля, АвтоВАЗ полагается на китайские узлы, в том числе коробки передач. Но качество от этого не растет, а порой даже наоборот, появляются новые проблемы. Конечно, со временем ситуация начнет исправляться, просто потому, что у нас нет другого выхода. Однако спрос на надежные и простые машины никуда не делся. Один комментарий под недавним видео заставил задуматься. Там человек написал: а почему бы не выкупить лицензии на старые японские автомобили и не выпускать их под нашими брендами? В этом предложении есть логика. Простая атмосферная японка с вечным автоматом – это именно то, что нужно многим. Представьте себе, если бы подобные машины начали выходить под шильдиком Лада, Волги или Москвича. Без сомнений, при адекватной цене это был бы настоящий хит. Вспомним пример Ларгуса. По сути, это румынский дача с логотипом Лада. Хорошая машина, но могла бы быть лучше. Представьте, если бы вместо дачи в качестве донора выступала японский Mitsubishi Xpander. Компакт-вэн, надежный и проверенный временем. Но, к сожалению, решения у нас придумывают не в интересах покупателей, а по принципу дешево и быстро. Что же представляет собой Xpander? Этот автомобиль появился как результат попытки Mitsubishi выйти из кризиса. В 2010-х годах у бренда были не лучшие времена, и им срочно требовалась свежая идея. Тогда и родился Xpander – кроссовер, скрещенный с минивэном. Решение оказалось настолько удачным, что модель мгновенно получила десятки тысяч заказов. Уже в 2019 году появился Xpander Cross, обновленная версия с более внедорожным обликом. В 2022 году автомобиль прошел рестайлинг, и именно такую версию начали завозить сейчас в Россию. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hot Car Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город.
Ходкар берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Внешне Xpander Cross выделяется даже на фоне более дорогих моделей. У него Т-образные фары, хромированные вставки, выразительные дневные ходовые огни вдоль капота, массивная накладка снизу и агрессивная решетка в глянце. По бокам защитный обвес, серебристые молдинги, а сзади вертикальные стоп-сигналы и опять же агрессивные формы. В плане габаритов Xpander немного крупнее Largus. Длина 4,5 метра, ширина 1,8, высота 1,75, при этом клиренс 225 мм. Это делает его более универсальным на наших дорогах. Интерьер после рестайлинга тоже преобразился. Новый руль от Pajero Sport, аккуратная и современная передняя панель с горизонтальными линиями, 8-дюймовый экран мультимедиа, блок климат-контроля с цветным дисплеем, классический рычаг АКПП и электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold. Цифровая приборка с классическим оформлением и простая, но функциональная архитектура делает салон дружелюбным. Главный плюс — это трехрядный салон. Даже на третьем ряду можно разместиться без чувства, что ты зажат. Средний диван разделен на два кресла, а в центре узкое третье место, спинка которого превращается в подлокотник. И второй и третий ряды можно сложить в ровный пол. Удобно для ночевки, если ваш рост не выше 175 см. По оснащению автомобиль не подкачал. Светодиодная оптика, мультимедиа с русским интерфейсом, две подушки ABS, климат-контроль, камера, бесключевой доступ, кнопка запуска — все в наличии. Вдобавок имеются антипробуксовочная система, стабилизация, помощники при старте в гору и экстренном торможении, круиз-контроль, датчики света и дождя, контроль давления в шинах и даже управление дальним светом. Мотор — хорошо знакомый атмосферник Mitsubishi 4A91 объемом 1,5 литра и мощностью 105 лошадиных сил. С ним знакомы все, кто когда-то ездил на Lancer 10. Двигатель производится с 2004 года, имеет алюминиевый блок, цепной привод и ресурс в 250-300 тысяч километров. Основная жалоба — возможный масс-мажор после сотни тысяч, но в остальном агрегат живучий. Коробка передач — старая добрая четырехступенчатая автоматическая трансмиссия, которую можно считать аналогом автомата Калашникова. Простая, надежная и ресурсная. Подвеска Макферсон спереди и торсионная балка сзади, доработанная после рестайлинга. Она энергоемкая, неплохо глотает ямы и справляется с неровностями. Конечно, Xpander не про быструю езду, но для размеренного городского ритма он подходит идеально. Управляется уверенно, предсказуемо, мотор с коробкой ладят, педаль газа отзывчива. В ремонте машина неприхотлива, все давно изучено и нужные запчасти можно найти без труда. Остается только вопрос цены. В зависимости от комплектации дилеры просят за него от 2 миллионов 300 тысяч до 2 миллионов 900 тысяч рублей. Много это или нет, каждый решает сам. В условиях нынешнего рынка, где даже гранта приближается к миллиону, адекватность цен — понятие относительное. Но если бы такой Xpander выпускался под логотипом Лады с локализацией, да и по цене в 1,5 миллиона, разве не стал бы он новым народным любимцем? Так что скажете, хотели бы себе такой японский Largus? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Никогда не говорите «у меня нет на это денег». Говорите «это не предусмотрено в моем бюджете». И вот вы уже не нищеброд, а финансово организованная личность, грамотно управляющая расходами. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.